Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот ковер, на котором я сижу. Вяжется он очень легко, очень быстро, рисунок достаточно простой и узор вязания тоже очень простой. Мы будем вязать его обратными поворотными рядами, поэтому справиться с этим ковром даже новичок. Я обязательно покажу, как менять цвета, да, то есть при вязании жаккарда. Изначально я хотела связать немного другой рисунок, в соцсетях я показывала какой, но случилось такое чудо, что я прищемила дверью палец и не могла, получается, вязать очень долго, не смогла, начала, точнее, я вязать тот рисунок. Мне было вязать его очень сложно в плане того, что вяжется он долго, палец болит, и поэтому я выбрала более такой простой рисунок. Но на основе этого ковра можно легко понять, как вязать любой жаккард. То есть самое важное — это правильно менять цвета. В другом видео я обязательно вам объясню, как вязать вообще жаккард по схемам и так далее. То есть здесь схемы нет. Это был просто рисунок, который я накидала в тетрадки и приблизительно ему следовала. Ушло у меня на этот ковер 1000 метров шнура. Почти 1000. Вот что у меня осталось, вот такой вот полумоточек, так скажем. Здесь примерно метров 20. И обвязку этого ковра я делала гамаковым шнуром. Вот у меня остаток того, что у меня было. Для чего и почему я выбрала такой вариант обвязки, да, я объясню вам в конце видео, после самой обвязки. Обязательно покажу, как обвязать каждую стеночку нашего ковра. Обязательно расскажу, как высчитать вот эти вот рисунки. То есть здесь, в принципе, все зависит только от вашей фантазии. Куда вы хотите, чтобы рисунок направлялся, туда и вяжете. Как вязать, я вам покажу. Что еще хотела сказать? В принципе, про размеры я обязательно вам скажу в конце видео, потому что сейчас я их, к сожалению, не очень помню. И оставлю в описании под видео обязательно. И, в принципе, не буду слишком много болтать. Я люблю поболтать, сами знаете, поэтому давайте уже приступим к вязанию. Я буду использовать вот эти вот 3 цвета. Начну с темного, дальше пойду к более светлому и закончу к центру вот этим вот светленьким цветом. Совсем белый я не стала брать, это все-таки ковер, будет пачкаться, поэтому вот этот я пока уберу, этот тоже. И начнем вязать мы с вами с темного цвета. Сейчас я найду, где у меня начало. Итак, хвостик нашей рабочей нити мы подкладываем под рабочую нить, формируем нашу рабочую петельку. Вставляем крючок в эту петельку, захватываем нить и вытягиваем первую петлю. Эту петельку мы сильно не затягиваем, так как ее мы тоже будем использовать. И вот таким вот образом у нас получилось с вами 2 петли на крючке. Далее захватываем нить рабочую и протягиваем ее через петлю на крючке. Снова захватываем и протягиваем. У нас получилось уже 3 петли. Далее 4, 5, 6. И таким образом нам нужно набрать с вами 70 воздушных петель. 69, 70. И вот такая вот цепочка у вас должна получиться. Далее делаем одну воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание и посмотрите, у нас сзади есть вот такие вот перемычки. Это низ, так скажем, от нашей косички воздушных петель. Уберем рабочую нить, и вот она первая перемычка, ее мы пропускаем. И вставляем крючок во вторую, вот сюда. То есть смотрите, вот отсчитываем первая и вторая. Первая — это от воздушной петли подъема. Вставляем крючок в нее и вытягиваем петельку. Вот что у нас с вами получается. Далее захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли на крючке. У нас получился первый столбик. Далее вот она, следующая перемычка. Мы вставляем крючок в нее. Если с обратной стороны посмотрим, вот она наша косичка. Захватываем нить, вытягиваем ее через эту перемычку. У нас снова 2 петли на крючке. Мы провязываем их. Получился второй столбик. Далее следующий столбик. Ту же перемычку вытянули. Вытягиваем петельку на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке, чтобы наши столбики были ровные и аккуратные. Таким образом, мы с вами провязываем до конца нашей цепочки из воздушных петель. У вас должно получиться ровно 70 столбиков. 69.
И вот у нас осталась последняя наша самая первая петелька, которую мы с вами сформировали. И вязать мы будем вот за вот эту вот перемычку, которая у нас идет вот отсюда. Вот она. Вот таким вот образом мы должны вставить крючок. Видите, вот он наш хвостик, он должен ходить туда-сюда. Захватываем нить и вытягиваем последний 70-й столбик. Подтянули хвостик, и вот что у вас должно получиться. Вот такой вот самый первый ряд. Почему мы вязали с вами за перемычку? У нас вот эта вот красивая косичка от нашей цепочки из воздушных петель получилась снизу, и сверху у нас остается такая же косичка. То есть у нас абсолютно одинаково выглядит что сверху, что снизу вязание. Далее мы делаем одну воздушную петлю, захватываем рабочую нить и протягиваем через ту петлю, которая на крючке. Разворачиваем вязание всегда в эту сторону. То есть мы вязали с вами вот так, взяли, перевернули. И теперь смотрите, вот они наши вершины столбиков. Вот эту первую петельку мы с вами пропускаем. Это воздушная петля подъема. И вот сюда, во вторую вершину, мы вставляем крючок за обе вот эти вот петельки. То есть вот с этой стороны, если мы посмотрим, ровно посередине между столбиками мы вставили крючок. Вытягиваем петельку на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем первый столбик. Далее следующая вершина. Опять же, видите, между нашими столбиками мы вставляем крючок, оказались под вот этими двумя петельками, захватываем нить, вытягиваем на одном уровне и провязываем следующий столбик. Второй получается. Далее у нас идет третий столбик, четвертый. Довязываем до конца ряда, не довязывая до конца 2 столбика, то есть провязываем с вами 68 столбиков. 68. И вот у нас остались последние 2 вершины, последние 2 столбика. И теперь мы с вами будем вводить другой цвет. Смотрите, всегда при вязании жаккарда крючком мы вяжем таким образом. Вставляем крючок, у нас последний столбик вот этого цвета получается, мы вытягиваем петлю, но не провязываем ее рабочей нитью, а провязываем уже нитью нового цвета. То есть мы надеваем нить на крючок, придерживаем все это дело пальчиками и вытягиваем петельку. Вот так это должно у вас выглядеть. Далее придерживаем наши хвостики все, заводим крючок в оставшуюся нашу вершину. Вот она. Обратите внимание, как это выглядит. И вот эти вот 2 нити, получается, нить темного цвета и вот этот вот хвостик мы кладем на крючок. Вытянули петлю, подтянули где надо и провязываем последний столбик уже нитью нового цвета. Вот как это у вас будет выглядеть. Обратите внимание, наши столбики все одинаковые. То есть у этого столбика шапочка своего цвета, и у этого последнего столбика шапочка тоже своего цвета. Если бы мы, смотрите, продолжили вязать, то есть провязали последний столбик вот этим цветом, дальше ввели новую нить, да, то есть заводим крючок, захватываем нить нового цвета, и уже провязываем ее вот так. Вот что у нас получается. То есть у этого столбика у нас шапочка получилась темного цвета. И это будет очень хорошо заметно, когда мы продолжим вязать дальше. Поэтому последний столбик основного цвета мы провязываем всегда нитью нового цвета. Заводим крючок, придерживаем все хвостики и провязываем петельку. Вот как это у нас будет выглядеть. Далее делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание в эту сторону. Вот этот хвостик мы прикладываем сюда, чтобы спрятать его в вязание. Смотрим, у нас здесь первая вот эта петелька, это петля подъема. Вот сюда во вторую мы начинаем вязать. Но захватываем мы при этом, заводим крючок сначала под вот эти наши ниточки и хвостики, потом заводим крючок под эту вершину, придерживаем все. Вытянули петельку и провязали первый столбик ряда. Вот так это выглядит. Не очень красиво с этой стороны это будет смотреться у нас, но это у нас изнаночная сторона, она останется у нас, получается, на полу. И вот эта вот красивая часть у нас останется сверху.
Итак, рисунок у меня будет идти по диагонали, поэтому сейчас нам нужно поменять цвет. Заводим крючок в следующую вершину, вот она. Ниточки придерживаем, захватываем нить и меняем цвет. То есть мы вот эту нашу рабочую нить убираем сюда, на изнанку, перетянули ее сюда и провязываем наш второй столбик нитью основного цвета, то есть темной. Вот как это выглядит с изнаночной стороны. И вот так это выглядит с лицевой стороны. То есть здесь никаких изменений не видно. Все, эту ниточку мы оставляем с этой стороны, убираем ее, мы не трогаем, не пользуем, она у нас будет болтаться с этой стороны. И продолжаем вязать. Хвостик прячем в вязание. То есть мы доходим до конца этого ряда, довязываем темной ниточкой вот до этого момента. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 4-й ряд вот до этого момента. То есть в каждом новом ряду у нас будет увеличиваться количество столбиков вот этого вот цвета, более светлого, на 1. Итак, я довязала до конца ряда. Смотрите, здесь вот в принципе уже легко ориентироваться по шапочкам. В каждом новом ряду у нас более светлого становится на 1 столбик больше, а более темного становится на 1 столбик меньше. Поэтому вот здесь я, получается, над этой шапочкой провязываю темный цвет, а вот над этой шапочкой у меня уже должен быть светлый цвет. Поэтому делаю то же самое. Завожу крючок в предпоследний столбик. Вытягиваю петлю, далее рабочую нить придерживаю, беру нить другого цвета и провязываю столбик нитью уже другого цвета. Вот что у меня получилось. Подтягиваем и продолжаю вязать оставшиеся 3 столбика, потому что в прошлом ряду у нас, смотрите, было 2, и в этом ряду у нас, получается, остается 3 столбика уже другим цветом. Раз, также за вершины. 2 и последний 3. Вот что у меня получилось. В самом начале это не так хорошо видно. Далее делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, напомню, всегда в одну сторону, чтобы у нас вот этот край был одинаковый, не перекрученный. И опять же первую петельку пропускаем и во вторую мы продолжаем вязать. В прошлом ряду, получается, мы провязали 3 столбика. В этом новом ряду мы провязываем уже 4 столбика. 2, 3. И обратите внимание, у нас шапочка темного цвета. И сюда мы провязываем последний столбик светлого цвета. Рабочую нить придерживаем, берем нить темного цвета. И провязываем вот этот вот столбик нитью темного цвета. И вот смотрите, у нас вот здесь получаются вот такие вот перетяжечки. Поэтому эта сторона у нас изнаночная. И следите за тем, чтобы вот эта вот ниточка всегда оставалась на этой стороне. То есть сейчас она у нас должна остаться между столбиками. Провязываем следующий столбик. И вот эта вот ниточка у нас осталась вот здесь вот в середине вязания. И вот так это выглядит с лицевой стороны. Ну а далее продолжаем вязать до конца ряда темный цвет. Дальше делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и не довязываем уже до конца ряда 5 столбиков. Так, смотрите, я довязала до конца ряда, не довязала также 2 шапочки темного цвета и провязываю последний столбик темного цвета. Рабочую нить придерживаю, беру нить светлого цвета и провязываю шапочку светлым цветом. Дальше у меня остается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков светлым цветом. 1, 2, 3, 4 и последний 5 столбик. Вот что у нас получается. Вот такая вот красота. Далее воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Теперь в этом ряду у нас уже 6 столбиков светлого цвета. Первый столбик,
Второй столбик. Так. Третий столбик. Четвертый. Пятый и последний, шестой, над темной шапочкой. Вытянули нить, придерживаем ее пальчиком, берем нить темного цвета. Обратите внимание, как это все смотрится у нас. Захватываем и провязываем последний столбик нитью темного цвета. Подтянем ниточки, чтобы они не болтались у нас сильно. И дальше продолжаем вязать уже нитью темного цвета. Точно так же туда и обратно. В каждом новом ряду, повторюсь, у нас темных столбиков становится на 1 меньше, а светлых столбиков становится на 1 больше. И получается такое диагональное вязание. Так, как бы тут не запутаться. Вот таким образом это все выглядит. Дальше, думаю, вы справитесь сами. Если что-то где-то будет непонятно, как поменять цвет, можете перемотать назад, посмотреть еще раз. Вяжем на ту высоту, которую вам нужна. Столько рядов, сколько вы хотите. То есть вы можете либо повторить за мной, провязать столько же, сколько провяжу я, либо выбрать свой рисунок, свое количество рядов. То есть это может быть, допустим, прям до конца. Да, то есть до этого момента вы будете убирать, получается, в каждом ряду по одному темному столбику, и в итоге у вас получится такой кубик, поделенный пополам из темного и светлого цвета, а дальше вы начнете вязать уже другой цвет. То есть здесь все будет зависеть только от вашей фантазии. Я довяжу где-то до середины, то есть у меня здесь 70 столбиков. Примерно 35 столбиков я провяжу светлым цветом, и 35 столбиков у меня должно остаться темным цветом. Так, смотрите, такой момент. Часто очень спрашивают о том, как присоединить новый моток, если нить закончилась. То есть хоть сколько не объясняй, сколько видео не снимай, все равно спрашивают. В общем, сейчас я вам покажу. И, кстати, вот что у меня получилось. Вот такой вот коврик. У меня закончилась нить темного цвета. Вот смотрите, я беру новый моток, отматываю ниточку, так, побольше возьму, и вот на этом моменте у меня заканчивается нить. Что я делаю? Я беру, вставляю крючок, вытягиваю петельку, но провязывать шапочку этого столбика я уже буду новой ниточкой. Старенькую придерживаем, чтобы она у нас не распустилась, и провязываем. Вот что у нас получилось. С обратной стороны, смотрите, у нас 2 хвостика. Хвостик от новой нити мы не трогаем. Мы берем и придерживаем старый хвостик от старой нити. Он у нас снизу, от новой сверху. Мы придерживаем с этой стороны новый хвостик, и старый хвостик мы придерживаем сзади вязания и продолжаем вязать. Мы прячем этот хвостик в вязание. Так. Смотрите, как это выглядит, видите? Наш хвостик остался за ниточками. Вот этот хвостик мы с вами спрячем, когда будем вязать обратный ряд, мы его прикладываем вот в эту сторону, и когда будем вязать поворотный ряд, мы его спрячем в следующем ряду. Таким образом, у нас не будет вот здесь, с этой стороны, слишком большого уплотнения. Конечно, можно сразу 2 хвостика, вот так вот, как обычно это делается, да, большинство так делает, можно сразу 2 хвостика вязать в этом же ряду, но тогда у нас вот здесь получится такое достаточно большое уплотнение, поэтому я делаю вот так. От новой нити хвостик я оставляю и ввязываю его в вязание только в следующем ряду, а в этом ряду я ввязываю только хвостик от старой нити. И продолжаем вязать спокойно, без всяких проблем. То есть точно так же, как мы вводили новый цвет нити, также мы вводим и новый моток. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Смотрите, я провязала 37 рядов. У меня вот здесь получается темным цветом 34 столбика, и более светлым цветом у меня идет 36 столбиков. И теперь я решила поменять цвет вот с этой стороны. И получается, смотрите, я довязала ряд темным цветом до конца. И что мы делаем дальше? Как мы вводим нить вот здесь, вот в самом начале ряда. Вот так вот мы, получается, заканчиваем вязать. Вытянули петлю последнего столбика и провязываем ее вершину уже нитью нового цвета. Эту нить мы оставляем темную, она нам пока не нужна. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, и вот с этой стороны у нас есть вот этот хвостик.
Мы с обратной стороны вставляем крючок в середину вот этого столбика, вот этой петли, которую последнюю мы с вами провязали, и вытягиваем ее на изнаночную сторону нашего ковра, потому что данная история у нас случилась на лицевой стороне. Вот здесь вот видите, у нас идет изнаночная сторона. Если у вас изнаночная сторона с этой стороны, то тогда не вытягивайте. Далее придерживаем этот хвостик пальчиком и продолжаем вязать уже столбики новым цветом. Так, смотрите, провязала я 34 столбика, дошла до смены цвета, и теперь давайте посмотрим. Это примерная моя схема, так накидала. Темный цвет, средний цвет, светлый цвет, средний и темный. И получается, теперь у нас идет вот такой вот рисунок, вот этим вот светлым цветом. И теперь мы будем вот этот средний цвет делать на убывание, а светлый на возрастание, то есть в эту сторону мы будем его наклонять. И получается, так, сейчас я пододвину, чтобы было удобнее. Мы провязываем, дошли, вот он, последний столбик по темному цвету, и заходим на один столбик по среднему цвету. Вот так. И провязывать мы будем, так, где он у меня? Уже шапочку другим цветом. Все то же самое, то есть оно потихонечку у нас пойдет в эту сторону, и получится такой вот треугольник. В обратную сторону точно так же, как и с этой стороны, мы уже не довязываем один столбик вот этого цвета, и на последний столбик среднего цвета мы начинаем вязать уже светлый цвет. Итак, я подхожу к нашей серединке, и вот у меня 2 столбика среднего цвета и 1 светлый. Предпоследний провязываю средним цветом, повторяю те же движения, убираю на изнаночную сторону. Видите, откуда у нас выходят ниточки? Это изнаночная сторона. И меняю цвет. И продолжаю вязать уже светлым цветом. Здесь, в принципе, пока не так сильно заметно. На лицевой стороне это будет видно лучше. И дальше, смотрите, я довязываю до конца ряда. И вот здесь точно так же, как в самом начале мы с вами вязали, смотрите, последний столбик мы провязываем нитью другого цвета. И продолжаем вот такой вот вязать треугольник. То же самое с этой стороны. Я сейчас довязываю ряд до конца. И последний столбик этого ряда я добавлю, вот у меня новый моток есть, нити такого же среднего цвета. Вот они у меня одинаковые, этот уже развернула, получается. И начну вязать вот эту вот часть нитью среднего цвета сразу же. Итак, я провязала 73 ряда. У меня получается 35 столбиков среднего цвета и 35 столбиков светлого цвета. Теперь я начну по рисунку вводить темный цвет. То есть вот этот вот треугольничек сейчас буду вывязывать. Здесь, в принципе, все просто. Для того, чтобы у нас вот эта вот полоса светлого цвета шла ровно, не меняясь, мы начнем вводить темный цвет именно со светлого столбика, с первого светлого столбика. То есть мы довязываем сейчас ряд до конца средним цветом. Последний столбик мы вытягиваем, но не провязываем, убираем ниточку и берем нить темного цвета. Провязываем этот столбик нитью темного цвета. Дальше все просто. Хвостик мы прячем в вязание, вытягиваем петельку, так как у нас всего один столбик в этом ряду темного цвета. Провязываем его нитью уже светлого цвета. Подтянем ниточки и продолжаем вязать уже дальше по рисунку. Здесь, в принципе, ничего сложного. Осторожно прячем хвостик. И вот как это выглядит. Вот они у нас 3 столбика разных цветов рядом. И обратите внимание, у каждого столбика шапочка над ним своего цвета получается. Дальше все просто. Мы точно так же, как и по рисунку. Здесь на убывание мы продолжаем вязать светлый цвет. С этой стороны на убывание мы продолжаем вязать средний цвет. И посерединке у нас каждый раз будет увеличиваться количество столбиков. И мы будем вязать треугольник. То есть в следующем ряду у меня уже будет 3 столбика. Дальше 5 столбиков будет коричневого темного цвета. Дальше следующий ряд
7 столбиков, то есть каждый раз у нас увеличивается количество столбиков в серединке именно на 2. То есть мы с вами каждый раз будем провязывать в каждом новом ряду по одному столбику с каждой стороны темным цветом. Ну что, вот так выглядит ковер мой в готовом виде, в почти готовом. В длину 145 сантиметров, ширина 97. В общей сложности у меня здесь 113 рядов. В принципе, мне такого размера более чем достаточно, так что я буду заканчивать. И теперь у меня осталось только сделать обвязку. Я вот здесь вот приготовила еще один моток. Это у меня уже шнур тоже с сердечником, но он поплотнее. Это идет гамаковый шнур. По цвету он, в принципе, подходит, так что сейчас будем делать с вами обвязку. Я обязательно покажу вам, как, куда вставлять крючок и так далее. И после я покажу вам готовый результат ковра. Пока это все выглядит вот так. Смотрите, что мы делаем после того, когда вяжем свой ряд до конца. Вот здесь вот я закончила. Получается, воздушную петлю я не делаю, я захватываю хвостик. Точнее, обрезаю нить, потом захватываю хвостик и вытягиваю его вот таким вот образом. Вот такая петелька получается. И потом вот этот хвостик я спрячу вот сюда в обвязку, либо спрячу вот сюда в обвязку, да, то есть с этой стороны, как более удобно. Теперь все то же самое, как в самом начале, точно так же, как мы меняли цвет, мы вставляем крючок в самую последнюю вершину. Вот она, видите, вот здесь. Эта петелька, она сбоку остается, вот сюда, в самую последнюю вершину. Далее захватываю нить. Так, хвостик я спрячу в другую сторону. Придерживаю все пальчиками и провязываю первый столбик. Нить у меня более плотная, так как это гамаковый шнур. Он не тянется, как тот шнур, из которого я вязала ковер. Это как раз одна из причин, по которой я выбрала этот шнур. У меня края ковра после обвязки, они уже не будут растягиваться, то есть все будет идеально ровным. Поэтому я как раз и буду использовать гамаковый шнур. И здесь повторяем то же самое. То есть мы продолжаем вязать, как будто следующий ряд. Осторожно. Параллельно мы прячем хвостик нашей новой ниточки, которую мы привязали. И довязываем так до конца ряда. После я покажу вам, как сделать поворот и начать обвязывать нашу боковую сторону. Итак, я довязала до конца, до последнего столбика. И теперь нам нужно сделать поворот, чтобы перейти на высоту нашего ковра, да, на длину. Как мы делаем поворот? Вот здесь я вот провязала последний столбик, и мне нужно сделать поворот, то есть 3 столбика в одну петлю. Если вы точно так же будете обвязывать гамаковым шнуром, имейте в виду, это будет сделать очень сложно, так как шнур очень жесткий и он не тянется, поэтому осторожно вытягиваем наши 3 столбика. Видите, я в то же самое отверстие вставила крючок и вытянула оттуда же петлю, откуда последний столбик вязала. И сюда же опять вставляю крючок и вытягиваю 3 столбик. Вот что у меня получилось. Вот такой вот красивый и аккуратный поворот. Видите, из одной дырочки у меня провязано 3 столбика. То есть в последнюю вершину ряда вяжем 3 столбика. И получился поворот. Так, опустила камеру пониже, чтобы показать вам более близко, да, как мы будем вязать вот эту сторону нашего ковра. Смотрите, у нас здесь идут лицевой ряд, получается, и вставляем крючок в нашу галочку, в середину нашей галочки. Вот она, видите, вот галочка, первая, вторая, вот здесь первая галочка. В середину мы вставляем крючок, и с обратной стороны мы захватываем вот эту вот петельку. То есть вот таким вот образом это будет смотреться сбоку. То есть вот они, видите, следующие вот эти 2 петельки. Через ряд, да, смотрим, вот они, следующие 2 петельки. То есть в каждом лицевом ряду, получается, мы с вами будем вставлять крючок вот за вот эти вот 2 петельки. Вытягиваем столбик и провязываем. Вот так это у нас выглядит. Обратите внимание, у нас здесь нет никакой дырочки. Дальше вот у нас идут изнаночные столбики, да, получается, с обратной стороной они к нам смотрят. Изнаночный ряд будем называть. Мы вставляем крючок, вот у нас идут перемычки сзади столбиков. Между вот этими перемычками, то есть вот в это место, между столбиками. Осторожно. Вот как это у нас будет выглядеть. Далее у нас идет снова лицевой ряд
Снова вот сюда мы захватываем вот эту петельку и следующую. Вот так это выглядит. И провязываем следующий столбик. Поправляем. Далее снова идет у нас изнаночные столбики, изнаночный ряд. Между вот этими вот двумя столбиками мы вставляем крючок. Между вот этими вот перемычками, видите, да? И провязываем следующий столбик обвязки. Ой, тяжело очень, шнур совсем не тянется. И вот как это у нас будет выглядеть. Провязываем полностью до конца, до поворота. Итак, вот я дошла до угла, и теперь у меня, смотрите, остался последний вот этот вот столбик. Вот сюда получается, вот они идут перемычки, здесь ее уже нет, но мы вот в эту вот часть вставляем крючок, вот сюда, между нашими вот этими столбиками. Это цепочка из воздушных петель, которую мы с вами набирали в самом начале вязания. Вот она, видите, как смотрится, почему мы вязали за перемычки, чтобы дальше сейчас нам было легче обвязывать. И теперь делаем то же самое, то есть вот в эту петельку мы провязываем 3 поворотных столбика. Раз, сюда же вставляем крючок, вытягиваем осторожно 2, и теперь сюда же вставляем крючок и вытягиваем 3. Вот что у нас получилось. Немножко нужно это все помять, потому что если вы также будете обвязывать это все дело гамаковым шнуром, получится вот здесь небольшая дырочка, поэтому это все нужно сделать максимально аккуратно и выдавить, надавить, так скажем, нашу дырочку. И вот как это у нас будет выглядеть. Вот такой вот поворот. Первый столбик, первую воздушную петлю мы с вами спрятали вот в этот поворот. Далее, получается, вот она идет вторая. Вот так вот давайте покажу. Вот вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Да? Дальше продолжаем вязать вот за вот эти вот наши воздушные петли. Мы вставляем крючок вот таким вот образом. Осторожно вытягиваем петельку. И продолжаем вязать до конца этого ряда. То есть до конца нашей вот этой вот цепочки из воздушных петель, которую мы набирали в самом начале. Ну что, я дошла до конца вот этой вот моей цепочки из воздушных петель. И дошла до самой первой. Вот она, видите, которую мы с вами формировали при начале вязания. И теперь смотрите, нам нужно делать поворот, но мы не будем его делать вот сюда, да, в последнюю петельку. Точно так же, как в самом начале этого ряда мы пропустили одну петлю и спрятали ее в поворот. Здесь мы сделаем с вами то же самое. Вот эту последнюю петельку мы не трогаем. И вот с этой стороны у нас тоже обвязка идет немного по-другому. То есть если у нас были лицевые столбики с вот такими двумя петельками, да, вот они, видите, на той стороне, то здесь это уже изнаночный ряд, и у него вот такие 2 петельки. А лицевой ряд мы будем вязать вот сюда между столбиками. То есть здесь, в принципе, все то же самое, только уже изменились наши вот эти вот петельки лицевого и изнаночного ряда. Вот, видите, если мы провяжем вот сюда, за столбик, да, нашего изнаночного ряда появится дырочка. Поэтому вот с этой стороны мы провязываем вот за вот эти 2 крайние петельки. Их точно так же видно, если повернуть вязание. Вот они, видите? А если мы развернем вязание, вот они, наши лицевые столбики. Вот, вот, вот. А эти столбики изнаночные. И теперь провязываем 3 поворотных столбика. Хвостик от нашего начала вязания мы прячем под эти столбики. Осторожно, сюда же вставляю крючок. Вытягиваю второй столбик поворота. И теперь сюда же вставляю крючок. И вытягиваю третий столбик поворота. Аккуратно это все поправляем, выравниваем, и вот такой поворот у нас получился. Ну а теперь продолжаем вязание. Вот здесь мы вставляем крючок вот в этом ряду между столбиками. Вот мы, если отодвинем нашу петельку, вот так это выглядит. То есть вот в это место мы вставляем крючок на изнаночном ряду. То есть на лицевом ряду, извиняюсь, между столбиками. И вот здесь изнаночный ряд мы захватываем вот эти вот 2 петельки. Я надеюсь, вам их видно, потому что здесь нить в самом начале ковра у меня темная. И показать нужно, поэтому вот так это будет выглядеть. Еще раз смотрите. Лицевые столбики, лицевой ряд.
Отодвигаем нашу петельку. Вот он, наш последний столбик. И вот в этот промежуток, вот в эту дырочку мы вставляем крючок. Вот так. Далее у нас снова идут изнаночные столбики. Изнаночной стороной они к нам смотрят. И захватываем вот эти две боковые петли. Вот они. Вот с этой стороны они тоже есть. Продолжаем вязать на всю высоту нашего ковра, то есть до конца этого ряда. Довязала я до конца ряда, и у меня остался вот здесь последний поворот. Что мы делаем? Вот я довязала последний столбик, и дальше у меня идет поворот. Вот он, первый столбик у меня уже провязан. Это самый первый столбик нашей обвязки, и это будет считаться одним из 3 поворотных столбиков. То есть вот сюда мы будем делать поворот. Но у нас есть вот такая вот перемычка, да, петелька, как правильно сказать, вот она, видите? Мы заводим крючок под нее и только потом вот в эту дырочку, вот в это отверстие захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем один столбик. Видите, у нас вот здесь не формируется большой дырки между вот этими вот 2 столбиками. Далее сюда же вставляем крючок и вытягиваем последний столбик поворота. Аккуратно поправляем, и вот как это у нас будет выглядеть. Далее закрываем ряд точно так же, как и в любом вязании. Сейчас покажу. Надо найти ножницы и обрезать нить сначала. Итак, я обрезала нить, смотрите, и вот что у меня получается. То есть я вытягиваю свой хвостик вот так вот из нашей петли. И теперь что мы делаем дальше? Мы вставляем крючок вот сюда, самую первую вершину нашего ряда, нашей обвязки. Захватываем нить, наш хвостик, и вытягиваем его на лицевую сторону, то есть туда, откуда мы начали обвязку делать. Вот что у нас получилось. И теперь, смотрите, вот он наш самый последний столбик, и вот она самая последняя вершина. С обратной, с изнаночной стороны мы вставляем крючок под вот эту перемычку последнего столбика и под вот эту вершину нашего последнего столбика. Сейчас осторожно, вот так. Сверху у вас должно это выглядеть вот так. То есть мы вышли в середине вот этой вот последней петли. Аккуратно придерживаем все это дело, захватываем наш хвостик, нашу нить и вытягиваем это все на изнаночную сторону. Посмотрите, как это все выглядит. У нас красивый, аккуратный край, и хвостик остался на изнаночной стороне. С этой стороны его уже можно спрятать. То есть прячутся они очень легко. Немножко сложно это будет сделать, если вы точно так же, как и я, делали обвязку из гамакового шнура. Осторожно за задние стеночки наших петелек вставляем крючок, захватываем наш хвостик и тянем, протягивая его через вот эти задние петельки. Вот как это выглядит. Видите, наш хвостик потихоньку прячется. Делаем то же самое с каждым столбиком до тех пор, пока не спрячем нашу ниточку полностью. Вот так. Обратите внимание, как это выглядит. Можно ее также спрятать вот в эти столбики, либо в эти, как вам будет удобно. То есть здесь все зависит только от вашей фантазии. И вот такой вот ковер у нас получился. Давайте я сейчас поднимусь повыше, чтобы показать вам во весь рост его. Так, пока не забыла, точнее, чуть не забыла рассказать вам. То есть у меня мой рисунок, набросок, да, ковра был вот до этого момента. Точнее, чуть повыше, но у меня вовремя, получается, закончилась нить светлого цвета, шнур светлого цвета, и осталось еще много вот этого цвета темного и среднего цвета. Что я сделала? Я просто импровизировала. Вот здесь у меня закончилась нить светлого цвета, я ввела нить среднего цвета, которая у меня осталась. И если я светлым цветом должна была вязать в эту сторону, да, то есть продолжить, я решила немного изменить рисунок, и таким образом у меня получилась вот такая вот темная полоса, точно такая же, как и вот эта вот светлая. А с этой стороны я ничего не меняла, то есть я как вязала на убывание, так и продолжила вязать. То есть здесь, опять же, повторюсь, все зависит от вашей фантазии, поэтому решать
какой будет рисунок, только вам. Еще раз, смотрите, я ввела нить и пошла вот сюда на возрастание, а темный цвет у меня пошел на убывание. И вот такой вот ковер у меня получился. В общем, вот так выглядит мой ковер во весь рост, во всю длину. И вот, знаете, я сейчас уже поняла, что можно было слегка исправить рисунок, но так как это было в самом начале, я вам сейчас покажу. Вот этот угол можно было сделать тоже вот такую вот прямую, и вот здесь сделать вот этот вот средний цвет, и тогда у меня были бы вот такие вот полоски, плавно переходящие друг в друга. И вот здесь, получается, уголочек был бы вот такого вот среднего цвета, и это было бы, мне кажется, классно, и намного бы симпатичнее это все смотрелось. Так, опять повыше, еще раз покажу, вот так это все выглядит. И давайте пройдемся по размерам. Ну что, вот она я снова. И теперь давайте по размерам еще раз после обвязки, сколько у нас получается. В ширину у меня получилось 101 сантиметр. И так, в высоту, в длину, как правильно, начнем. Так, 80. И так, у меня сантиметр на 150 кончился. Сейчас, секунду. Короче, 153 сантиметра у меня он получился в длину, в высоту и так далее. В общем, ковер шикарный, мне очень нравится, такой размер мне более чем предостаточен. Ну и вот, в принципе, все, наш ковер готов. И еще хотела сказать, еще раз повторюсь, если вы точно так же решите делать обвязку из гамакового шнура, кстати, вот что у меня осталось, вот такой вот у меня моток был, 50 метров здесь, по-моему, вот. Если я не ошибаюсь, я потом еще точно посмотрю, сколько я заказывала, и в комментариях в описании где-нибудь напишу вам точное количество. Но плюс этого шнура в том, что он достаточно сильно утяжеляет ковер. Он не будет заворачиваться. Ну, в принципе, если мы отпарим, он и так не будет заворачиваться. Но бывает, спотыкаешься, что-то где-то там, влажность и так далее. И ковер, особенно вот эти вот краешки, да, они начинают заворачиваться. И вот этот шнур, он как раз края утяжеляет и не дает вот этим вот краям заворачиваться. Дальше. Он не тянется вообще. То есть у него специально идет статичный сердечник. Вот этот шнур, из которого я вязала, он тянется, пружинит. Это все, надеюсь, видно на видео. Вот. И благодаря тому, что он не тянется, он не дает растягиваться самому ковру. То есть мы вязали поворотными рядами, и шнур пружинит. Поэтому ковер, если потянуть в разные стороны, он деформируется. И как раз вот обвязкой вот этим гаваковым шнуром я, так сказать, придала ему форму. Окантовку краев сделала, то есть он более теперь аккуратно смотрится. И заодно он у меня уже не будет растягиваться на больше, чем возможно получается. Из минусов он очень жесткий, и если вы туго вяжете, у вас будут мозоли. Поэтому будьте готовы к этому, подготовьте свои пальчики, замотайте их пластырем и так далее. Вот. Ну и в принципе точно так же можно обвязать и обычным шнуром, тем, что вы вязали ковер. Все это, опять же, зависит от вашей фантазии, заморочек и так далее. Да? Получается, я вот решила заморочиться, мне вот хотелось попробовать обвязать это все дело гамаковым шнуром, потому что, ну, он, опять же, повторюсь, я уже сказала, что он тяжелый, и как бы хотелось немного утяжелить края моего ковра и заодно сделать такую окантовку, потому что этот цвет вот прям вот очень просился, очень он подходит сюда. Поэтому я вот сделала такое. Слишком много говорю опять. Поэтому давайте прощаться. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Всем помогу, всем отвечу. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.